Валерка родился в положенный срок, крепким и здоровым малышом. Варя все думала, что вот-вот как только она возьмет на руки своего сына, то сразу полюбит его раз и навсегда, но не случилось, не пришло. Девушка она была правильная, хорошо воспитанная родителями, в строгости, в нравственности. Поэтому малыша своего не бросила, не оставила в роддоме, а решила, что вырастет его как положено матери. Варваре приходилось работать на 3 работах. Она редко бывала дома, но у Валерки было все, он был накормлен, обстиран, одет, обут, но только не обласкан материнской любовью. Варя рано отдала мальчишку в ясли на 5-дневку. Забирала пацана только на выходные, потом школа. Мальчишка был очень самостоятельным, сам учил уроки, ходил в магазин и даже готовил ужин, зная, что мать придет с работы без силы, без ног. С раннего детства Валерка недолюбливал собак, а недолюбливал, потому что боялся. Это пошло с того случая, когда пьяный сосед натравил на мальчика своего огромного пса. Валерка тогда битый час просидел на крыше гаража, а внизу рычал и скалил зубы пес по имени Буян. С тех пор Валерка не подходил близко к собакам, да и вообще в те годы еще не принято было держать собак в квартирах для удовольствия. Собаки все больше охраняли частные дома, поэтому это были большие, сильные животные, которые своим одним грозным видом наводили потенциального нарушителя территории. Этим вечером мать объявила сыну, что ему придется год пожить в небольшом поселке у ее родной сестры, Валеркиной тетки. Варя решила на год поехать поработать вахтовым методом, надо денег на кооператив заработать, оправдывалась мать, а то, что это мы с тобой все по чужим углам ютимся, пора своим домом обзавестись. Валера не по годам взрослый, все понимал и поддерживал мать во всем. Надо, значит надо. Тем более, что тетушку он свою любил и она его тоже, поскольку своих детей у нее не было. Она частенько отчитывала младшую сестру за чрезмерную строгость и холодность в отношениях с сыном. Причин такого поведения она не знала, ей было неизвестно, что произошло с Варей 8 лет назад. Так Валерка оказался в небольшом поселке городского типа, с привычным для тех названием «Пролетарий». В поселке было небольшое предприятие, гончарное производство по выпуску глиняной посуды, а его тетушка работала там художником, расписывала посуду. Самая большая проблема была для Валерки, когда он должен был за какой-либо надобность идти к тете Свете на работу. Чаще всего он приносил ей обед или бутерброды к чаю. Проходную там охранял огромный пес, которого звали Мухтар. Угрюмо он смотрел на Валеру, который, вжимаясь в стену, пытался проскользнуть мимо него. Однажды он целый час не решался пройти к тетушке Свете, потому что на дороге лежал Мухтар. Он только что получил от сторожа вкусную сахарную косточку, и любое посягательство на свою добычу он пресекал злобным рычанием. После чего Валерка застывал на месте как вкопанный, только после того, как Мухтар закончил грызть кость, он лениво встал и удалился, освободив мальчишке дорогу. Тетя спросила его тогда, где он так задержался, но Валерке было стыдно признаться, как он боится пса, который живет на проходной завода. Часто, чтобы пройти мимо злобного пса, Валерке приходилось отдавать ему часть бутербродов, предназначенных на обед тете Свете. Пока Мухтар ел бутерброды, парнишка, коря себя за трусость, медленно бочком обходил его и быстрым шагом мчался в цех, где трудилась его волшебница-тетушка. Он часами мог смотреть, не отрываясь от ее работы. Самые удачные дни для Валерки были те, когда пса спускали с цепи побегать, размяться и его не было на заводе. Пес сразу же становился совершенно другим,
Он переставал быть охранником, кроме свободы в данный момент его ничего не интересовало. Он бегал по всему поселку, убегал на реку и резвился там в высокой траве. В этот момент люди переставали для него существовать и представлять какую-либо угрозу, но если, не дай бог, Мухтар заставал мальчишку, смело идущего по территории завода, то молча подходил к нему и ждал. Ждал, что Валера достанет свой рюкзак и отдаст ему свой хлеб. Крикнуть, грубо оттолкнуть или по-другому воздействовать на собаку у мальчика не хватало духа. Всякий раз, встречая взгляд внимательных собачьих глаз, душа его уходила в пятки, а голова само собой сжималась в плечи. Так прошел тот самый год. Наступила глубокая осень, на реке начинал становиться лед, но пока еще не был крепок и только у берегов. В этот день за Валерой приехала мать. Сестры давно не виделись, и Варя решила пару дней погостить у родни. Она купила квартиру и хотела забрать сына домой, а Валера решил порадовать маму и тетушку, наловить рыбы на уху. Надев свое пальтишко и взяв удочку, он пошел к реке. У старой водяной мельницы на шатком мостике мальчик давно полюбил рыбачить. Валера осторожно дошел до края и осторожно уселся, закидывая удочку и вытаскивая рыбешек. Мальчик радовался, что тетушка и мама будут им гордиться, какой он у них взрослый мужчина, добытчик. Наконец рыба набралась на целую сковороду, и Валерка решил возвращаться, собрав свои нехитрые снасти, он поднялся, повернулся, одно неловкое движение и парнишка спиной вперед полетел в воду. Пальтишко тут же напиталось ледяной водой, резиновые сапоги были полны, и все это стало тянуть его на дно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.